Никто всерьез не верил, что 12-летний уличный мальчик способен вернуть $6 миллиардов. Для прохожих он был частью городского фона, грязный, молчаливый, почти невидимый. Но именно он оказался единственным, кто понял, что происходит с крупнейшим банком Чикаго. Ранним утром, около 7 часов, район Линкольн-сквер только начинал оживать. Воздух пах мусором и выхлопами автобусов. У тротуара сидел Эйден, собирая пластиковые бутылки и обрывки проводов в порванный мешок. Он редко говорил и почти не смотрел людям в глаза. Считалось, что он просто глупый или напуганный. На самом деле он слушал. Слушал машины, вентиляцию, трансформаторы. Там, где для других был шум, для него складывались закономерности. Прямо напротив находилось стеклянное здание банка Global Trust. Каждый день туда заезжали черные машины с людьми в костюмах. Эйден никогда не заходил внутрь, охрана прогоняла его сразу. Он не обижался и возвращался к своему месту у старого технического блока, где часто ел сухой хлеб и слушал ровный гул оборудования. В то утро звук изменился. Вентиляция резервного сервера начала сбиваться с ритма, будто система задыхалась. В этот же момент внутри банка началась паника. С главного сервера исчезли $6 миллиардов. Деньги не ушли ни на один счет и не были выведены за границу, они словно растворились. IT-специалисты проверяли защиту, логи и резервные каналы, но не находили следов взлома. Эйден понял, что средства не украдены, а заперты внутри самой системы. Он вспомнил мать, которая когда-то работала уборщицей в этом банке и брала его с собой на ночные смены. Тогда он подолгу сидел возле серверной и запоминал, как дышат машины. Эти звуки он узнал снова. Он подошел к главному входу и, несмотря на попытки его прогнать, сумел объяснить, что деньги все еще в банке и скоро могут исчезнуть навсегда. Его слова дошли до старшего операционного менеджера Сары Миллер, и мальчика впервые впустили внутрь. Эйден сразу увидел, что система создала скрытый цифровой коридор, защитный механизм, не описанный в документации. Деньги оказались в изолированном пространстве, откуда их можно было вернуть только изнутри. Получив локальный компьютер, он начал работать спокойно и уверенно, словно делал это уже много раз. Когда система предупредила о полном коллапсе через несколько минут, Эйден предложил необычное решение. Он запустил тысячи микротранзакций на небольшие суммы, по несколько долларов. Это восстановило привычный для системы паттерн и заставило ее открыть обратный путь. Поток данных развернулся. В процессе выяснилось, что попытка хищения шла изнутри банка. Один из технических руководителей рассчитывал, что система не распознает угрозу. Он ошибся. Чтобы завершить процесс, Эйден настоял на полном отключении банка на 30 секунд. Свет погас, экраны погрузились во тьму, а снаружи город решил, что деньги потеряны. Но через несколько секунд система перезапустилась, и средства начали возвращаться, сначала миллионы, затем миллиарды, пока сумма не достигла $6 миллиардов. Когда кризис закончился, Эйден тихо ушел. Он не ждал награды и не задавал вопросов. Позже банк запустил программу обучения для уличных детей, дав им доступ к технике и знаниям. История изменилась не потому, что были спасены деньги, а потому что город впервые услышал того, кого раньше не замечал.